Лун Хаочень встретил своего второго дедушку по отцовской линии. Это крайне могущественный рыцарь, владеющий троном печати. Подумай только, один дедушка Лун Хаоченя – предводитель расы монстров, император Фэнсю, а второй дедушка – практически сильнейший человек в мире людей. Это мы еще не говорим об отце Лун Хаоченя, который также является рыцарем печати. Итак, насколько силен Лун Тянь-Ин? Давайте подробнее рассмотрим этого персонажа, какой у него уровень и способности. В оригинале его появление было совершенно в других обстоятельствах. Впервые он появился как адамантитовый рыцарь, когда Лун Хаочень проходил испытания на адамантиевую броню. Однако в аниме он спасает Лун Хаоченя от бога Пэймона. Это немыслимо. Фэнсю приказал убить Лун Хаоченя, своего внука, и даже начал священную войну. Этот поворот событий привел к тому, что дедушка Лун Тянь-Ин собирает внука в заставу дракона, где Лун Хаочень также видится со своей мамой. Лун Тянь-Ин является божественным рыцарем, как и его сын, отец Лун Хаочень. Кроме того, он глава храма рыцарей и считается одним из сильнейших рыцарей храма. Как божественный рыцарь, он обладает троном печати, с которым даже боги монстров первой десятки предпочли бы не сражаться. Показано, что он способен накапливать свою силу так же, как и Лун Хаочень. Он может использовать свой трон в качестве боевой брони, но пока этого не было в аниме. Итак, Лун Тянь-Инь, рыцарь 9 уровня, да и еще владеющий троном печати. Его мана составляла более 210 тысяч за 5 лет до финала. Конечно, не миллион маны, однако столько и не нужно для победы над большинством богов колонн. А если вы смотрите это видео в Телеграме, то перейдите, пожалуйста, на YouTube и поддержите автора лайком и комментарием. Это очень поможет в продвижении. Лун Тянь-Ин, как божественный рыцарь, обладает внушительными навыками, которые делают его одним из сильнейших защитников в мире. Его сила заключается не только в огромной духовной энергии, но и в том, как он использует свою силу на поле боя. Сражение с 4 богами колонн доказало его могущество. Одним махом 4 короны богов были уничтожены рукой Лун Тянь-Ина. Это сильно удивило Лун Хаоченя. А перед тем, как продолжить, советую отличный сайт для просмотра ваших любимых аниме – Konoha TV. Переходи и смотри новинки в хорошем качестве. Ссылочка в описании. Один из его ключевых навыков – щит святого очищения. Это не просто обычный щит. Это энергетический барьер, созданный из чистейшей силы света. Он может блокировать практически любые атаки, даже самые разрушительные заклинания или удары противника. По своей природе этот щит идеально подходит для защиты как самого Лун Тянь-Ина, так и его союзников в бою, а стена щитов превращает его в непроходимую крепость. Это тактика, при которой он укрепляет свою защиту до такой степени, что ее практически невозможно пробить. Даже сильнейшие удары теряют свою силу. Но Лун Тянь-Ин не только рыцарь-хранитель. Навык аура сильного удара значительно усиливает его атакующие возможности. Этот навык увеличивает мощь любой его атаки на 10%, что в контексте его огромной духовной силы делает даже самые простые атаки смертельными для врагов. Дополнительно к этому он обладает мечом святого удара. Это атака, основанная на его духовной силе, которая превращается в световой клинок. Чем выше уровень его духовной силы, тем дальше и сильнее эта атака. Что касается его подготовки, навык накопления силы позволяет ему быстро накапливать силу для последующих атак или усиления своих защитных способностей. Этот навык сам по себе редкий и доступен лишь самым сильным рыцарям, но Лун Тянь-Ин освоил его еще на более раннем этапе, чем обычно. Это подчеркивает его гениальность и скорость развития. Но самой поразительной способностью Лун Тянь-Ина является его область бога Луны. В этой области он буквально становится воплощением Луны, что не только усиливает все его навыки, но и разрушает области врагов. Чем больше становится Луна, тем мощнее его атаки. На пике силы, в состоянии полной Луны, его атаки настолько разрушительны, что даже сильнейшие враги, такие как лорд 4 колонны, вынуждены избегать прямого столкновения. Это не просто физическая или духовная сила, это разрушительная энергия, способная ломать волю врагов. В завершении можно сказать, что Лун Тянь-Инь сочетает в себе невероятную защиту и мощные атаки, которые увеличиваются по мере его боя. Его навыки взаимно усиливают друг друга. Защитные способности дают ему возможность выживать даже в самых критических ситуациях, а атакующие позволяют ему наносить решающие удары. В его арсенале есть даже такие навыки, как Святое Исцеление и техника Божественная Роса, которые позволяют ему не только восстанавливать свою жизнь, но и лечить союзников. А Объятие Архангела – это навык 9 уровня Рыцаря-Хранителя с мощной целебной и восстанавливающей силой.
может воскресить мертвого или исцелить тяжелораненого, если у него еще осталась хотя бы одна капля жизни. Как видим, у Лун Хаоченя крайне сильный дедушка, настоящий божественный рыцарь. Он передаст своему внуку опыт и знания, которые помогут в дальнейших сражениях с монстрами. А интересно, кто из двоих дедушек Лун Хаоченя сильнее, император Фэнсю или божественный рыцарь Лун Тянь-Ин? Победит зло или добро? Если вам будет интересен ролик на эту тему, напишите в комментариях. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока!